Всем привет, дамы и господа, вы на канале Джеймс Тайм. Давно не виделись, давно вас не было в уличных гонках. У нас сегодня новый ролик. Ролик будет посвящен 10 лучшим фишкам в CS2. Реально, самый интересный, самый сложный, самый юзабельный для вас собрал. Играл месяц, весь интернет, весь материал, все я изучил, обработал. И вам сейчас дам самый сок. Поэтому присаживайтесь поудобнее. Время контента стартует прямо сейчас. Первое, с чего я хотел начать, это Silent Drop со второго мидла на Inferno. То есть объясню его значимость для людей, которые не особо понимают, что это такое. Сейчас в CS2 звук топота, когда ты падаешь в высокой поверхности, соответственно, ну, то, что с твоего прыжка, он нереально большой. Как это можно отследить? На радаре показаны кругляшки того, насколько далеко тебя слышно. И то есть прыжок сейчас это самая дальняя вещь, которую может услышать твой оппонент. И на Inferno это очень важно. То есть до этого CSGO, например, было не так важно. Человек тебя мог услышать только с этого спота, когда ты падаешь здесь на втором. А сейчас тебя могут услышать просто с аплента. То есть человек стоит здесь за искрой, и он слышит, что ты упал. И это, ну, как бы большое преимущество, потому что ты когда там стягиваешься на Б и так далее. Вот. И это реально моя разработка. И смотрите, вот тут, видите, черная точка. На контроле садитесь, целитесь в нее, проходите вот сюда на контроле, потом... И все, Silent Drop осуществлен. То есть это реально самый простой, супер изи, супер топ. Еще раз, тут не важно, да, то есть это самый легкий ориентир, который я придумал, да. Очень простой Silent Drop, надо просто на контроле, не обязательно даже вот типа с этого спота, просто с этого спота легкий ориентир, с этого спота будет тяжелый. И в конце, когда вы первый раз падаете и касаетесь этой поверхности, вы отпускаете контрол, и получается, что вы, то есть без шума слазите. Если вы контрол не отпустите, то видите, будет все равно звук. Финалочка. Вот так целитесь. Супер изи, супер топ. Идем дальше. Фишка номер 2. Это фишка упасть с этого БТР. Ну, то есть не с БТР, а с машины. Тоже бесшумно. Потому что, ну, вот так достаточно долго идти. И ты можешь, если ты играешь на опоре, вот так можешь пройти. И просто вот так по фаре упасть. То есть тебе надо прокатиться, засерфить по вот этой фаре. И также с контрол, как и до этого прыжок я показывал. Очень простой, очень быстрый, в каких-то клатчах, когда человек может не ожидать. На самом деле, это достаточно полезная вещь. Она не такая must-have, как со второго, но игроку, который тут играет, будет прикольно, типа, намного быстрее спускаться, и тебе не надо через эту бочку, то есть всегда, если ты хочешь упасть, ты не можешь падать, потому что люди услышат, что ты упадаешь. И тебе надо будет всегда с машины спускаться, как мне кажется, это надо делать. Идем на следующую карту, это D-Mirage. Третья фишка это Silent Drop на Мираже. То есть мы под конец эры в CSGO научились прыгать с ладдера, да, и казалось бы, новая игра CS2 пофиксит все эти пиксели, но нет. Сейчас я объясню, как это работает. Он работает гораздо проще, чем в CSGO. Настолько разрабы реально следят за всеми этими микроштучками, что оставляет нам. Суть просто нажать назад и вправо, когда ты будешь, ну, примерно вот тут. То есть не прям к упору у тебя не заблокает ничего. Чуть пройти, не прям к упору, и 10 из 10 ты упадешь. Если ты прям по упору это сделаешь, видите, вы упадете. То есть со звуком. И главное не по упору, это я... Чтобы выяснить истину, я потратил время. Фишка очень юзабельная, такая же, как на Inferno. То есть миллиард ситуаций, когда тебе с ладдера надо упасть без звука. И, ну, это очень просто сделать. Не отходя от кассы. Я знаю, что это заезженная тема, и все примерно понимают. Но для тех, кто не так сильно следит за проиграми, либо на вашем уровне фейсы, это не актуально, я показываю ХЕ в окно. Очень простая, самая юзабельная, вы не покоцаетесь и всегда будете разбивать смог. На контроле в эту точку. То есть бывают смоки, которые закрывают эти стандартные ориентиры. Вот эти ориентиры, да, то есть Моноси вот так дает. Иногда закрывается балка. Мой ориентир очень простой в точку. То есть вы никогда не накоцаетесь. Всегда 10 из 10 будете попадать. Да, я думаю, что многие из вас знают, как это делать, но именно что в точку. Итак, следующая фишка. Раз уж мы касаемся Миража, то появился некий смог-кон, который все закрывает, и ты можешь тут двигаться спокойно. И сейчас я вам покажу самый простой лайнап, который сейчас существует на данный момент. Встаете к бочке, и вот какое-то пространство между этими штучками, ну, поймете. Чуть-чуть левее, и просто с бинда. То есть это в комбине со смоком окно. И он полностью закрывает кон. То есть были разные смоки, типа как-то Моноси, да, вот тут равнял, по какому-то ковру, с авиком. Но на самом деле все проще, чем оно есть. Просто вот сюда бросаете, без рантроу, без ничего. И он 10 из 10 будет залетать. Вот он, вот он. Как-то так. Да, так можно видеть, но
тебя тоже могут нашить. Идем дальше. Фишка номер 6 это смог головы и смог КТ. Самый must-have сейчас смог, который все юзают, встаете сюда и в эту в это бревно, короче, представьте, в эту деревяшку. Он залетает наверх. Ну и, соответственно, 2 этажа закрывает полностью. Такой же смог, пацаны, показываю вам секретные разработки. В топ-мидла встаете, вот видите ЧК по вот этой белой теме и с ран-троу отпускаете. Это такая моя секретная разработка, пока я еще ни в каком раунде не юзал, но вот она существует, вот такая тема. Смог головы, встаете в центр, видите значок в интерфейсе желтенький такой типа, и я вот им по этой теме вожу. Вот и вот эту линию ставите на верх этого бетонного изделия, и, соответственно, вот так он залетает. Тут нет ничего. То есть это тоже новая интересная тема, которая есть. Сейчас многие ориентируются по кружку. Вкупе с вот этим смоком. Ну да, и какой-нибудь так классический, какой-нибудь отсюда вот такой кинем. Вот универсальный закид на все случаи жизни. А мы идем дальше. И вот мы на оверпассе. Хочу показать вам моя любимая фишка. Это Silent дропы. Это знаменитый дроп с 9. То есть раньше, во-первых, тут была штучка, в которую вы встаете. И сейчас ее добавили. Я всем, что у меня есть, клянусь, ее не было раньше. И я думал, а как типа падать? Они добавили недавно вот эти вот эти обновления у них, крошечные изменения на картах. А потом они меняют, добавляют вот эту деревяшку теперь, да, отсюда не видно. Убирают здесь трубу, потом добавляют, убирают здесь. И потом я спустя столько лет возвращаюсь и понимаю, что они опять добавили вот эту тему. И, например, добавился, скорее всего... Вот видите, Off-Angle тоже секретной разработки, он в CSGO есть. Ну, так еще проще, да, как, типа, если вот так раньше делали, то есть это классический старый буст. Но у меня я придумал свой, потому что этой темы не было, и надо было все равно как-то падать. И неважно с чем, ты просто падаешь в эту сторону, серфишь и бьешься, типа, об стенку. Вот. То есть, достаточно быстрый, видите? То есть не надо будет тебе там, как раньше... Вот так делать, да, многие из вас, я понимаю, что не могут, типа не профики, как-то быстро все сделать. Вот, поэтому об эту стенку стукаетесь и также Silent Drop делаете. Очень простой. Фишка номер 8, перейдем к ней, это молик в яму, да, это на самом деле самое сложное, что сейчас есть на всех картах, это молик в яму, он проклятый. Его не кидает ни один человек, из про-команд мы сыграли дофига турниров, ни у одного человека нет стабильного хорошего молика. То есть, поэтому все люди начали играть через вот этот смог и вот этот молик. Да, но это типа все равно useless, ну и не так сильно. Я покажу вам несколько вариантов того, как это бросать. То есть, если у вас есть срез, то это самый лучший молик. Встаете сюда, целитесь, ну вот в этот пиксель, в этот квадратик. Нажимаете просто W. И когда пробегаете синюю табличку сверху, вот видите, я вот отпускаете. Вот, и этот молик взрывается идеально. Его невозможно никак потушить. Хорошо. И если человек захочет кинуть два молика и под флешкой забежать, то вам негде прятаться. То есть у вас единственный спот это здесь. А обычно, конечно, можно сюда скидать. И второй вариант молика. То есть вообще есть и сюда встаешь, и вот так бросаешь, да, то есть бежишь. И просто на ходу бежишь, бросаешь. И вот этот молик есть. Но они все, на самом деле, проигрывают вот этому молику. И проигрывают второй молик, который я сейчас покажу, да. Второй молик. Как я его бросаю, но он не 100%. Но залетает 100%, но не 100% разгорается. Бежите. Примерно на этой ступеньки ставите вот в это черное пятно. То есть, видите, вот это оно. У меня оно хорошо видно. Я в него просто целюсь, бегу и примерно с этой темы как-то отпускаю. А там дальше залетит, не залетит, не знаю. То есть как-то вот так, видите. То есть крутые типы, они иногда понимают, что тут не горит. Вот. И это минус этого молика. Но если вальвы как-то изменят и чуть-чуть упростят задачу киберспортсменам, чтобы мета не менялась и была как раньше, то я буду очень признателен. То есть, видите, я не попал. Я не попал, потому что не там пробежал. То есть этот молик достаточно серьезный, ну, и его сложно кидать. Вот. И сейчас вот то, о чем я говорил, видите, легко пробежать. Если человек знает и разбирается в этих моликах, он пробегает. Если есть респавн, то вот этот молик, конечно, получше, но у него минусы такие, что пока вы целитесь, пока вы бежите, во-первых, вы теряете время, во-вторых, первый рез Затера всегда успевает пробежать и не задамажить. А мы идем дальше. На Ancient. Очень много на Ancient добавилось новых гранат. Сейчас вам объясню. Это будет под одной фишкой номер 9. Просто так поделюсь какими-то прикольными вещами, которые сейчас метовые все используют. Первое, что хотел бы показать вам, это смог светлая у нас называется. Встаете сюда, в центр кубика. И вот этот камешек, прям в центр этого зеленого камня. И когда вот пройдете этот камень, на шифте отпускаете. То есть один из первых, кто его бросал, это электроники Ника. Тут вот так и на барашах каких-то. То есть его можно кинуть гораздо лучше, я думаю. Я полагаю, что надо просто правее как-то брать.
И он должен залететь чуть лучше. А, нет, он залетает так. Ну, короче, это первый смог такой. Фишка номер 9 не особо такая жесткая будет. Покажу классические смоки. Вот встаете в центр. И вот в этот... центр этой темы. То есть это смок кейв очень быстрый, его все бросают, все профики. Я думаю, вам будет не лишним знать. То есть его преимущество какое? Сейчас объясню вам. Преимущество, во-первых, что он быстро падает, и когда КТ прибегает, он не успевает понять, есть тут смок или нет, и 9 он может пройти, потому что первый респ сейчас за теров, он успевает пробежать, во-первых, все молики, во-вторых, он достаточно быстрее, чем КТ сейчас. И самое важное, если против вас КТ бежит на мидл и пытается залезть сюда, то он не может вас увидеть, пока вы бежите, и ему приходится выходить направо. То есть вы спокойно занимаете вот этот спот, и с него потом дальше крутите. Либо под флешку врываетесь и так далее. Он вас не дамажит. Есть альтернатива этому смогу, который первые начали играть фейзы. Стойте также в центр. И в центр этого белого камня бросаете. Этот смог взрывается в центре, он еще более неприятный для КТ, но опять же, если КТ делает какую-то агрессию и так далее, они могут выбежать, им здесь комфортно играть. Плюс в купе с медлом, то есть этот смог нельзя кидать без молика под скрима. Ну, такая новая мета в КС, сейчас 2, и пока актуально. Идем дальше. Какой-нибудь интересный смочок. Давайте вам покажем еще. Смок кейв, да. Встаете также в этот знаменитый, очень юзабельный спот. Встаем сюда в центр. И смок кейв. Короче, видите вот эту вот полосочку. Вот в нее. И чуть ниже, когда проходите вот эти камни. То есть на барашах сейчас тоже очень полезный смог. Все закрывает. Также новая мета типа, да. Заранее ты можешь понять, что это бараш. Но на нашем уровне с вами, где мы играем на фейситах, это не важно. То есть очень, еще раз покажу. Приятный смог. Встаете в центр. Вот эта линия. И когда проходите эти, отпускаете. То есть быстро залетает. Флешками можно спокойно забежать на бараш. Ну отсюда, да. Какой-нибудь. Давайте, ну, вот этот смог покажу вам. Короче, вот отсюда. Видите эту точку? И когда проходите шифта до белой, отпускаете. Чем хорош этот смог? Этот смог хорош тем, что он глубоко взрывается, и если ты там хочешь сыграть мидл и так далее, то КТ будет фониться, что ты пройдешь направо и так далее. Плюс сюда можно забежать, когда ты выходишь в темке вместе с, ну допустим, давайте еще один смог покажу. Вот этой лиане и в третьей. Эти два смока, если вы отпустите, то потом с пистолетами, например, выйдете, либо с ганами и задавите пончик под этот молик. Но и на десерт не расходитесь, сейчас будет жесткая фишка. Да, Анубис, я знаю, это самая любимая ваша карта. На моих видео на ней самые маленькие просмотры, но, блин, она очень интересная. Пацаны, полюбите эту карту. Она достаточно приятнее, чем тоже Вертига, даже новая Инферно не такое впечатляющее. Тут есть где разогнаться в гранатах, в мысли, в игре, интересные ситуации, розыгрыши. И покажу вам пару гранат каких-то интересных, которые... Ну, не парочку, конечно, на моем канале парочку никогда не бывает. Сейчас мы навалим с вами жестких гранат. Это смог в темку. Встаете, короче, в центр по вот этой белой линии. На контроле с раунд-троу в эту точку. Почему так? Ну, не спрашивайте, потому что работают профессионалы. Залетает сюда жестко, четко. То есть ты, если стоишь вот здесь где-нибудь, то хорошо для тебя моделька будет выходить. Идем дальше. Это смог в кейв, дроп, не знаю, как это называется, короче, в темку. Встаете сюда, тоже новый смог полезный, очень полезный. Кидаете вот так. И вот так он врезается, падает. То есть дроп полностью закрыт. Вы можете пойти толпой сюда, выбежать, да. То есть человек не будет тут стоять, он не может. Он если зайдет сюда, он открывается полностью. То есть ему неудобно, некомфортно играть. Это новый метовый смог. Ожидайте во всех играх его. Его сейчас не все юзают, но вот я вам рассказываю. Следующий смог. Вот сюда встаете. Видите мою чеку. Вот по вот этой теме. Встаете, прыгаете, и он залетает в джангл. Такой. Интересненький смог. Идем дальше. Вот отсюда. Короче, вот эту точку видите? Вот сюда с рантроу просто. Просто есть со вкусом. Смог камера жесткий смог камера. Ну, например, в коврах. Ставите сюда. И вот в это пятно тоже. Жесткое со вкусом, пацаны. Очень быстро. Какие они крутые. Видите, через всю карту летят. Давайте еще откуда. Ну, отсюда смог 9, да, например. Ну, все знают, я понимаю, но почему бы нет, Вот так по чеке. В уголочек, я уже забыл сам. Давайте в эту белую линию опять попробуем. И с рантроу. Ну вот он, 10-10. Пока его никто не знает, моя разработка, но, пацаны, с вами поделюсь. Я думаю, очень будет у вас интересные пистолетные раунды на фейсите. Ну и давай, чтобы не быть многословным, смог зиг дадим так, чисто. Почему бы нет? Просто вот сюда, вот, где розовый цветок, с рантроу. Идеальный, перфектный смог зиг. Чтобы ваши парни отсюда пикали. Эту всю зону. Ну, такие фишки, пацаны. Собрал для вас, на самом деле, самые интересные, самые красивые траектории, самые впечатляющие, которые мне... Вот я прям кайфанул от новых смоков в этой игре, от тех сайлент бустов. Надеюсь, вы тоже. Впереди у нас очень много ERL-контента с пацанами, потому что мы будем отправляемся в путешествие на несколько месяцев по турнирам, ланам, совместной жизни в других странах и городах. Постараюсь для вас заранее запилить контента. CS2 внедрение у нас прошло успешно, как вы видите. Неплохо. Будем стараться, будем тренироваться. Вас попрошу поставить лайк, подписаться и до скорых встреч. Пока.